Что ты думаешь про ChatGPT-4? Что ты думаешь, изменит мир, захватит? Нет. Сейчас перспектива такая, что, я думаю, заменит джунов, да, их станет меньше, потому что она может решать задачи. Или больше, потому что они станут битлами. Всем привет, давно не виделись. С вами, как всегда, Егор. И сегодня я хочу поговорить на тему, с которой мы очень часто обсуждаем с друзьями в последнее время, а именно ChatGPT. Именно ChatGPT 4 и вообще ChatGPT или вообще искусственный AI в том плане, что у моих друзей формируется представление о том, что мы чего-то упускаем, мы чего-то не делаем, все кругом говорят, очень много всяких продуктов выходит, и мы начинаем размышлять о будущем, о применимости чата GPT и какие есть на самом деле подводные и неподводные камни. Какую-то суммаризацию всех наших обсуждений и размышлений я бы хотел в этом ролике предоставить к вам на обозрение, чтобы вы могли сказать, типа, подходит или не подходит это вам, лично вам. А если не подходит, то почему, чтобы мы могли обсудить в комментариях. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и погнали. Во-первых, ChatGPT 4, он, на мой взгляд, делает именно революцию в том плане, что мир уже не будет прежним. Именно представьте времена вот интернета, да, появления. Вот интернет появился, и мы как бы, многие говорили, зачем нам интернет? Вот десктопные приложения, вот там диски, вот за этим будущим. Надо в DVD-диски вкладываться. Blu-ray, он лучше, чем DVD, вот надо в это вот все заносить. А потом появились торренты, потом это все начало активно развиваться, и вот мы увидели мобильные телефоны с приложениями. И где мы сейчас, да? Где эти десктопные компьютеры? Кому нужны вообще десктопы, да? Когда есть мобильные приложения в телефончиках, в которых можно решить любой вопрос. Да, Siri то же самое. Или из ближайшего вспомните, например, блокчейн, да, там года 2019-2017. Все такие, вау, сколько было новостей, статей о том, что биткоин будет стоить 100к. Вот уже гарантия, там же блоки ограничены, да, не может быть бесконечное количество битка, поэтому он будет бесконечно дорожать, надо обязательно в него инвестировать. Вот, и где мы сейчас, да? Ну окей, там биток имеет какую-то там цену, прыгает до 20-30, но в целом большинство айтишников так или иначе используют блокчейны для получения зарплат там, через USDT или другие криптовалюты. Так или иначе, криптовалюты стали достаточно стандартным инструментом в наши дни, которым многие пользуются, особенно при релокациях и переездах. Вот. Даже электромашины, где вот, подумайте, вспомните себя в году 2010-2012, электрокары, да, вот у каждого будет своя Тесла, вот, будем ездить на электромашинах. Вы же, конечно, в это очень сильно верили, но, тем не менее, электромашины так или иначе внедряются в нашу жизнь и появляются много инфраструктуры под это дело. То же самое с искусственным интеллектом, с чатами, с рисовалками всякими разными, генерациями и так далее. Они пришли, мы поняли, что мы на этом можем зарабатывать, мы поняли, как это монетизировать. Многие уже сейчас нашли способы, как это применить в своей работе повседневной, решить какую-то рутину. И это очень широкая рутина, если сравнивать с предыдущими там DALL-E или какими-нибудь большими системами, которые играли в Go и так далее. Специфичные нейронные сети. А в чем разница? Минутка рефлексии, задумайся. В 1950 году Алан Тьюринг предложил эмпирический тест, чтобы узнать, может ли машина мыслить. Это было всего 73 года назад, тогда еще даже не было интернета и в помине. Он появился только аж в 1969 году.
А уже сегодня мы только и разговариваем. Нас заменит нейросети, бежим, друг, спасайся. Впрочем, до этого еще очень далеко, хотя прогресс, конечно, фантастический, но сильные специалисты, которые постоянно прокачиваются, качаются, развивают свои навыки и компетенции, будут цениться всегда. И на любой позиции, неважно, маркетолог ты, продакт, финансовый менеджер. Кстати, у всех этих специалистов есть кое-что общее. В своей работе они постоянно сталкиваются с данными. И тот, кто эффективнее с ним работает, имеет конкурентное преимущество, больше ценится на рынке и больше зарабатывает. Вот что стоит изучить, чтобы продвигаться по карьерной лестнице и не уступить искусственному интеллекту. Давай обсудим. Во-первых, SQL язык — это очень важно. Он позволяет выгружать полезную информацию, сортировать ее по категориям и анализировать работу сайта. Также вам абсолютно пригодится продуктовая аналитика и знания по ней. Это поможет вам видеть взаимодействие пользователя с продуктом, особенно благодаря АБ-тестам и анализу. А также must-have для дата-аналитиков — это знание математической базы, включая линейную алгебру, теорию вероятности и статистику и градиентный спуск. Если вы вдруг решите пользоваться BI-инструментами, вам нужны данные, и с их помощью вы можете создавать дашборды, диаграммы, графики с отчетами, что поможет бизнесу оценивать метрики и принимать решения, что очень-очень важно. Освоить эти инструменты можно в онлайн-сервисе цифровых профессий Яндекс.Практикуме. У ребят вообще целая подборка курсов для тех, кто работает и сталкивается с данными, что очень-очень полезно в наши дни. Обучение полностью на удаленке, доступ к урокам открыт в любое время, так что ты без проблем можешь совмещать курсы с основной работой и прокачиваться в любой момент. Продолжительность от 1,5 до 4 месяцев и зависит только от того, какой курс ты выберешь. За это время будет много практики, много. И в онлайн-тренажерах, и на реальных задачах. Все будет постоянно оцениваться, чтобы вы могли применить полученные знания в работе. А после курса вам выдадут удостоверение о повышении квалификации, все серьезно, а также сертификат о прохождении обучения. Чтобы понять, нужно оно тебе или нет, на каждом курсе есть бесплатная вводная часть. Там ты можешь поближе познакомиться, что будет, какие навыки будут развивать, какими инструментами будут пользоваться. Так что сканируй QR-код, переходи по ссылке в описании, чтобы узнать подробности о каждом курсе. Прокачивай свои данные и навыки в работе с данными, чтобы расти в карьере и быть уверенным, что искусственный интеллект вас не обгонит. Я вот почитал статью, как работает ChatGPT на Хабре. Мне она очень понравилась, я думаю, она вам тоже понравится. Если не читали, ссылочки внизу, перейдите, почитайте, у вас все сложится. Но если кратенько, прямо здесь сейчас, то по большому счету ChatGPT — это большой T9, который у нас есть в телефоне, автокомплит, когда мы пишем какие-то тексты. Он решает одну задачу, предсказывает, какое будет следующее слово. Вот такая простая задача. Так вот, чат GPT — это, по сути, та же самая штука на бустах. И самое главное, что здесь есть некоторые функции, которые позволяют просчитывать какие-то вероятности и подсказывают какой-то контекст. Например, это ближе к математике, это ближе там, к программированию. Это еще что-то, некие features. Вот. И чем больше в модели вот этих фичей, тем она интереснее. А самое главное, что для обучения вот языковой модели в стиле ChatGPT вам не нужны датасеты. Датасетов очень много уже всяких разных понасобиралось, и люди уже научились этим активно делиться и шерить друг с другом, и вы можете скачать сами какой-нибудь датасет и чему-то там поднаучить, какую-то вашу специфическую надстройку над нейронкой. И что в большинстве своем люди занимаются, особенно вокруг Stable Diffusion, и получают охренеть какие результаты. Мне, например, вот эти ребята очень понравились. Если вы ролик не смотрели, обязательно посмотрите. Они решили в аниме-стиле снять рекавер на видео, которое они будут делать. И получилось просто пушка. И они рассказывали, как они это делают, насколько это было сложно,
Ну, короче, за месяц они сделали вполне себе эпизод аниме небольшой командой с крутой графикой и со всеми такими приколами, пародирующими именно создание анимаций. Ну, за счет использования датасетов. Я почему про это говорю? Потому что для чата GPT не нужен датасет. По большому счету им достаточно любой текст, потому что текст или речь, вот я с вами говорю, это уже размеченный датасет. Да? Я говорю слово, за ним идет слово, и это имеет какой-то смысл и какой-то порядок. Да, осталось выделить какие-то паттерны, там, падеж, там, сказуемое, подлежащее. Вот, подсказать тут немножко нейронной сети, разложить это как-то, и она сможет эффективно подсказывать следующее слово. То есть технически все, что нам нужно, чтобы обучить нейронную сеть еще круче, еще больше собрать текстов, загрузить. Нам не надо их никак размечать руками и тратить на это кучу человеческих жизней и ресурсов. Вот. И таким вот образом ребята в целом смогли собрать за несколько итераций хорошую сеть. Но еще крутая штука — это то, что оказалось, что есть некий трансформер, который позволяет параллельно загружать в нейронку текст, да, то есть не по словам, что она считывает, запоминает, а мы можем параллельно загрузить, как в микросервисы, все, что у нас есть, и она поэтому достаточно быстро нам отвечает, и это мега круто, и все, что нам нужно, это просто умножать нашу сеть. И прикол в том, что чем больше мы в нее параметров загружаем, вот эти features, и больше текста туда кидаем, то нейронная сеть, именно как языковая модель, начинает получать новые прикольные приколы, например, учиться математике или вычислять какие-то контекстные штуки. А с чатом GPT третья супер-мега вещь, он хорошо держит контекст, он помнит весь диалог, который у нас шел, он помнит. Вот. Не во всех кейсах он хорошо помнит, но в целом он помнит. И я думаю, что эту сеть будет достаточно легко дальше развивать. То есть мы сейчас 4-ю GPT получили. Ничто не ограничивает ребят сделать 5-ю, 6-ю, 7-ю, загрузить туда специфичные доменные тексты и скупить другие стартапы с уже готовыми фичами и внедрить их к себе. Да? То есть по большому счету им надо наращивать фичи и наращивать датасеты. Получается огромная модель, которая может, по сути, как консультант, я подчеркну вот слово консультант, нейронная сеть как консультант, которая сможет вам помогать решать какие-то вопросы. Например, бухгалтерию. Вы говорите, посчитай мне налоги. Она такая, окей, так, налоговое право. Ты такой, подожди, посчитай мне налоги именно этой страны. Она такая, так, окей, не вопрос. Вот. То же самое, так как она широкого профиля, она может решать много разных задач, но ничто не мешает делать ее достаточно специфичной. Поэтому недавно анонсировали Copilot, ну, поверх чата GPT, поверх GPT, Copilot уже. И я думаю, вот именно это показывает уже неповорот, то, что мы свернули в ту сторону, откуда уже не будет возврата. У нас появляется такое распределение Фурье, ну, оно как-то вот так рисуется. То есть представьте, что вот здесь у нас остаются люди, которые не хотят учиться там новым технологиям, а здесь у нас остаются хипстеры, например, которые учатся новым технологиям. Вот. А здесь у нас какой-то переломный момент, где у нас есть чат GPT. Пускай 4. Да? Вот. Вопрос в том, если вы не учите новые штуки, то ваша продуктивность снижается, и конкурентное преимущество, вы его теряете со временем. То есть условный хипстер сможет сделать, скажем, в 3 раза больше работы, только потому, что теперь ему не нужно иметь кучу специфичных знаний, именно знаний, не навыков, навыки все еще нужны. Ему не нужно иметь много знаний, потому что он, как и вы, мог сходить в Google и прогуглить. Вы ходите, гуглите, а человек сразу получает готовое решение. Ваша производительность, если вы гуглите, например, она где-то вот здесь. Да?
Ну, пускай будет 1,5 от человека, который плохо гуглит. Вот. А это какая-то общая там, если взять по векторам разрезать, то у нас здесь затрачиваемое время и результат какой-то. То есть технически, что я хочу сказать, что люди, которые возьмут ChatGPT на вооружение, научатся им пользоваться или вообще с нейронками повнедряют их в свою рутину, так или иначе, или найдут какое-то применение, научатся пользоваться, они со временем будут более продуктивны и производительны, чем люди, которые там не делают. Это не говорит, что это будет завтра, да? Но как с криптой, да? Прошло 5 лет, там 4 года где-то, ну, пускай 5 лет. Прошло 5 лет, и она повсеместна, и мы так или иначе уже пользуемся это как дефолтным инструментом. Примерно то же самое, прикиньте, что произойдет 2-3 года, да, и мы сейчас внизу. То есть, если мы представим, где мы находимся на линии кривой, hype cycle. Hype cycle тоже, вот, по сути, распределение Фурье выглядит. Вот. Хайп сейчас где-то вот здесь. Уже много всего сделано, много исследований проведено, и вообще их там достаточно давно проводили с нейронками, то есть это не последний год, то есть это просто кумулятивно мы пришли к этому. То есть проводились исследования, ну, даже еще с начала 2000-х, так или иначе. Вот вы можете посмотреть Boston Dynamics, когда они стартанули с роботами. Вот с тех пор примерно происходили исследования нейронных сетей, как это можно... Я там в предыдущем ролике про нейронки рассказывал, что это вообще можно отнести к времена Второй мировой, вот Enigma проект, вот фильм там с Камбебичем есть. Вот в эти времена можно отнести первые попытки сделать полноценную нейронку. Вот. И сейчас есть хайп, и он не то чтобы в конце пути, он только начало. Мы получили какую-то новую фишку, у всех куча ожиданий, как же ее можно использовать, куда ее еще можно засунуть. Люди активно привлекают деньги от инвесторов. Я даже знаю, много ребят привлекли деньги, то, что они взяли ChatGPT, переупаковали в какой-нибудь там плагин или мобильное приложение, и на этой волне отлично поехали. Это легко продается. Ну, в общем, есть хайп. И хайп будет продолжаться, как и с криптой, какое-то время. Ну, пускай 1-2 года. Ну, то есть я бы вот это приложил, что ну, до 2 лет. Мы выйдем на какое-то плато, после которого, скорее всего, мы поедем вниз. Вот. Но прикол в том, что если вы 2 года будете так или иначе пробовать это куда-то внедрять в свою жизнь, у вас будет конкурентное преимущество. Очевидно, кто-то рассказал Стэну про ChatGPT. Вы тоже им сочинения пишете? Да, мы все им пользуемся. И мы договорились никому не рассказывать. Или так начнут делать все. Все, что касается нейронок, все еще очень сыро. Например, люди уже видят уязвимости в том, что то, что вы пишете в генеративные нейронки, например, в чат-боты или еще куда-то, может легко всплыть у каких-то других юзеров, потому что они пишут и спрашивают, а кто там что? Так что компании начинают запрещать использовать генеративные ИИ у себя на проектах. И вообще, возможно, на правительственном уровне начнут тоже запрещать. И в каких-то странах может быть введен вопрос, как Илон Маск говорит, а вообще стоит ли использовать, может надо какой-то там контролирующий орган с безопасностью. Я же наоборот думаю, что это все здорово и в это надо вкладываться. К примеру, я взял и тоже посидел, поделал эксперимент, потратил 5 часов, взял условный ролик, скачанный с YouTube, подключил к нему нейроночку, которая просто распознает текст, слова, извлек и добавил это все в чат. Попросил чата рассказать, о чем вообще был ролик, потому что мне было лень его смотреть, но мне было интересно, что мне чат расскажет про этот ролик. Чат мне сказал, ну вообще в ролике было 1, 2, 3, 4, 5, и вообще это ролик про Жан-Клод Ван Дамма, который делает и так далее, и так далее.
Мне стало интересно, могу ли я по этому ролику загенерить, например, презентацию, и насколько это сложно, на что ушло еще чуть-чуть времени, и вуаля. Да? То есть некоторое время, потраченное на чат GPT, позволило мне создать быструю презентацию по чужому ролику, узнать про Жан-Клод Ван Дамма все, получить картинки, где он там занимался, всю его биографию. Не все отлично получилось с первого раза, но в любом случае я получил в целом какой-то неплохой контент. И я подумал, окей, а что если попросить еще нейронку на основании предыдущего ролика сгенерить мне текст, если телеведущий, и мне надо что-то зачитать. И смотрите, что получается. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотим поговорить о невероятной карьере и жизни легендарного Жан-Клод Ван Дамма. Это актер, известный своими трюками и боевыми навыками, стал культовой фигурой в мире кино. Вот. Так что мне кажется, что тема будет еще развиваться и развиваться. Успеть за ней невозможно. Помимо всего прочего развиваются еще проекты, такие как AutoGPT, который более продвинутый подход использует, чем я с презентациями, и научили, по сути, чат разговаривать с самим собой для решения какой-то задачи. Пример того, как это могло бы выглядеть, можно посмотреть здесь. Вообще пишите в Google Auto чат GPT и можете погрузиться в то, как это все работает. И это примерно то, куда движется вообще развитие генеративного ИИ. Я думаю, эта тема все еще очень-очень молодая, и мы точно получим большое развитие в ближайшем будущем. Вот. Если не верите, даже Microsoft этим занимается. Они опубликовали своего Джарвиса, который поверх всего, что есть на Hugging Face, с Hugging GPT. То есть технически что происходит? Они используют чат GPT для анализа текста и всяких сущностей, используют Hugging Face в качестве источника действий и тасок. То есть, по сути, планируется таска, выбирается из Hugging Face какой-то репозиторий, подходящая модель, потом в подходящей модели выбирается подходящая задача, получается какой-то респонс, и такую цепочку можно как event loop перекидывать из одного репозитория в другой. Как это вообще работает? Технически на Hugging Face уже куча всяких моделей, с достаточно подробным описанием, что она делает, что могет, что не могет. Это Hugging GPT по-технически заходит сюда, читает описание, смотрит, какие примеры тут есть. Плюс во всех этих репах и так уже есть конфигурация для запуска, так что модель запустить они точно могут. Ну и плюсом на Hugging уже есть хорошо размещенные модели, вот обратите внимание. Вот, тут и так уже все есть, все размещено, все лежит по сущностям. И они не поленились и описали, как можно работать аж с 12 типами моделей. Вот, в такой вот связке, что на первом этапе мы выбираем, что мы будем делать по тексту, который нам написали, какие модели нам могут пригодиться, как они между собой связаны, строится какой-то dependency, по сути, как веб-пак работает. И потом по очереди вызываются задачи, заполняются параметрами. В конце концов, после выполнения происходит еще какой-то преданализ, все ли завершено, нужно ли еще что-то поделать. И если все окей, пишется подробное описание со ссылочками на получившиеся ресурсы. То есть, технически за нас сделали огромную работу. И большинство вещей и тасок, которые могут быть уже расписаны, разные их комбинации, граф вот этих тасок уже задан. Просто можно выбирать рандомные модели, и это реально хорошо. Я думаю, что это будет вот крутая штука. Очень-очень ждем. Так что, если вам интересно, качайте AutoChatGPT, экспериментируйте, качайте Джарвиса, экспериментируйте тоже и просто размышляйте, что вы можете сделать. А я пока буду радоваться своему прогрессу Жан-Клод Ван Даммом и генерить новый генеративный контент на YouTube-канал. Где-то люди разочаруются, потому что даже сейчас, если вы пользуетесь чатом,
вы видите, какой он медленный. То есть это не то, что я пришел и сказал, типа, как мне решить эту проблему? И он мне сразу такой, вот так. Нет, он такой, вот, короче, надо. И я за это время успею и нагуглить, и наэкспериментировать, пока он будет отвечать. Но это примерно как спросить вопрос на гитхабе, да? То есть вы задаете issues какой-то в публичном гитхабе или на Stack Overflow, и, возможно, будет хороший ответ, а возможно, не будет. Но вы можете очень многую рутину туда свести, потому что самый главный инструмент, который обладает человек, какой? Вот задумайтесь. Каким самым главным инструментом мы владеем? Ты, я, вот какой-то там друг. Речью. У нас самый главный инструмент — речь. Я могу передать тебе какие-то свои знания, какие-то абстракции. Так вот, ChatGPT — это такой же инструмент речи. Это речевой движок, можем его так назвать, который может передать одни абстракции, одни мысли, где он как-то там чему-то научился, переупаковать и мне донести в том виде, в котором я пойму или в котором я хочу получить. И точно так же он может передавать коммуникацию между мной, вот я говорю, и, например, какой-то программой, которая должна получить мой ответ в JSON или в XML. Да, то есть мы получаем движок коммуникации, который мы можем крутить, вертеть и перекручивать к чему хотим. Что дает достаточно широкий профиль применения чата, потому что это речь. И в этом вся фишка. То есть легко учить, легко масштабировать, легко добавлять новые какие-то прикольчики. Это не имеет пока какого-то конечного значения, то есть это до какой-то поры будет там, как с процессорами удваиваться, то есть мы будем именно скачками прыгать. Скажем, раз в год мы будем удваивать качество того же чата GPT, что будет требовать в 2 раза больше ресурсов, вот, что, скорее всего, будет влиять на стоимость услуг от того же OpenAI. Вот. Но если ты не будешь пользоваться инструментами, например, автопилотом, Copilot'ом, вот этим чатом, какой-нибудь редактором кода, а будешь блокнотики писать, ну, ты никого не догонишь. То есть тебе, помимо того, что потребуется там какое-нибудь современное железо, тебе потребуется еще дополнительно иметь подписку там, сям, здесь, вот этим занести. И иначе ты просто будешь отставать, и твоя разработка или какие-то твои решения будут стоить дороже, чем у ребят, которые будут это все покупать. Видите, какое мы расслоение получаем? То есть это как рисовать дизайны, не зная ни Photoshop, ни Figma, ничего. Да? То есть я типа не буду это делать. Ну и никому ты не нужен. Но есть один нюанс, последний. Я вам показывал вот этот ролик. Обязательно посмотрите ролик. Просто эпичнейше. Вот. При том, что они делали это очень просто, очень быстро. Вот. Это круто. При том, что они сняли это с живых монтажей, взяли там 3D-модели со стоков и поверх них нагенерили вот такие аниме-прикольчики. И это выглядит офигенно. Вот. Но, казалось бы, да, если даже люди могут вот такие штуки генерить, какие-то блогеры, ну, профессиональные блогеры, которые занимаются видосами профессионально, не какие-то, то технически люди, которые рисуют карандашиком, должны сказать: вау, все, типа, ребят, вы просто вынесли нас, все, я теперь не нужен. Но вот он говорит: смотрите, было то же самое, там, например, в 98 году там рисовали Покахонтас. Вот все советские мультики, которые там тоже рисовали, то есть снимали с актерами, вот как с Покахонтас. Блин, улетел. Вот. Рисовали точно так же, а потом поверху ручкой перерисовывали и делали мультики. То есть примерно то же самое, что сейчас ребята делают с нейронками. И вот он рассказывает очень хорошую мысль о том, что вот он проработал там кучу лет аниматором, художником, он научился рисовать от руки там крутые штучки. И технически первого, кого должны вынести вот эти технологии, это его, лишить работы профессионала. Он говорит: ну так смотрите, так процесс в целом ничего не поменялся, он там проанализировал все, что ребята сделали,
какие у них были этапы, что и как они делали. Он говорит, круто, ну типа, все то же самое делаем и мы. То есть мы от руки рисуем быстро все, что нам нужно, а нейронками подгенериваем там картинки или делаем из плоского 2D, 3D. И процесс такой же, как и был. Просто теперь этап, где люди закрашивали краской, там какие-то эскизы, теперь делает нейронка, отдельные аниматоры. Вот. А сам процесс производства того же мультика не поменялся никак. То же самое с чатом, я уверен, произойдет и в IT, и во всех остальных профессиях. У блогеров, у рекламщиков, у журналистов, у писателей книг, у людей, которые делают фильмы. Да, они что-то будут делать, но именно процесс, там, типа, нарезание на эпизоды, создание каких-то там планов, нарезание на фичи, создание сториз, ведение всякой фигни, тестирование, проверка гипотез и прочее. Сам весь процесс от начала до конца никак не меняется. Убираются какие-то части рутины, которые всем не нравятся. Но они в любом случае будут убираться. Вы подумайте вот на чем. Такая мысль. Представьте, что я хочу пользоваться там телефоном или своим компом. Я хочу решать какие-то задачи на этом компе. Но для того, чтобы комп работал, мне важно, но я не хочу об этом думать, ни капельки не хочу думать, чтобы было электричество, чтобы были сделаны процессоры хорошо, не разваливались, чтобы сделаны были материалы. Пока этим всем обслуживают электросети какие-то Васи, Пети, мой дом обслуживают какие-то люди, чтобы вот в моей квартире конкретно был свет, да, чтобы я мог доехать на лифте, вот куча всяких нюансов. Все это обслуживают, назовем это инфраструктура. Вся эта инфраструктура мне, как городскому жителю, хочется, чтобы она просто всегда работала бесперебойно. Чтобы я не сидел дома, когда весь свет потух на районе и куковал такой, блин, у меня сел ноутбук, не могу ничего делать. То же самое в целом все остальные хотят от нас на работе, чтобы они в целом не парились, что программа там делается долго. Да? Они хотят просто, чтобы вот эти задачи решались. Они хотят, чтобы гарантированно работали, например, платежи, если мы делаем платежную систему. Они хотят, чтобы работали таски, если мы делаем тасковую систему, или рисовалки всякие. Вот. И все. За это они готовы платить, и с каждым разом, с каждой итерацией мы будем все больше и больше подходить, чтобы какие-то обычные проблемные места автоматизировались, чтобы мы уменьшали человеческий фактор. Так будет происходить. Но это не значит, что вы будете терять работы. Процесс производства будет оставаться точно такой же. Процесс поддержки точно такой же. Вы просто, если овладеваете новыми инструментами, вы становитесь продуктивней. То есть ваше конкурентное преимущество повышается примерно точно так же, как с гуглением. То есть современный скилл эффективно гуглить и искать ответы на вопросы на Stack Overflow или на GitHub заменяется теперь чатом GPT, который вместо кучи вариантов ответов, которые вы потом адаптируете в какое-то решение, делает это за вас. Ну и все. Вот. Вы можете более креативно придумать, как им пользоваться. Можете писать, попробовать куски целого приложения. Ну, я думаю, мы в эту сторону будем двигаться. Но чтобы задать правильный вопрос, чтобы сформировать контекст, по которому будет все генериться, нужны знания и нужна большая насмотренность. То есть мы приходим к тому, что большая насмотренность более важна, чем узконаправленное там знание мелочей, потому что вы получите какое-то решение и мелочи так или иначе быстро порешаете. Вот, поэтому, но куда как важнее будет знание процессов и так или иначе навыки. То есть вы навыки, пользуясь чатом, никакие новые не разовьете. Вы разовьете один навык, пользоваться там нейронками для решения вопросов. Вот. Но если вам нужны какие-то навыки, их надо нарабатывать, а на это нужно время. Людей пока еще никто не заменил, и автопилот еще у нас не вот уже по городу ездят все на автопилоте, и таксистов мы всех сократили. Этого ничего не произошло. Вот примерно с такой же скоростью нейронки заменят вас на работе. Вот именно с такой же скоростью. Вот вспомните, когда начали говорить про автопилот, и когда он-то всех заменил. Все еще. Мы все еще в пути. Много ресурсов,
где вы можете повдохновляться, как этим всем пользоваться, найти какие-то инструменты, что люди делают, и получать свою насмотренность, как вы можете использовать этот один единственный молоток для решения ваших задач. Вот. Плюс есть еще варианты, если вы вдруг по каким-то причинам не можете попользоваться чатом, скажем, вы не можете получить там смс-ку при регистрации, то у вас есть Bing. Ребята из Microsoft все сделали за вас. Как он называется? Ну, короче, ребята из Microsoft молодцы, они подсуетились, они на этом хайпе кушают больше всего, инвестируют больше всего и, видимо, получат выгоды больше всего. Вот. Bing очень хорошо работает, потому что он не генерит вам код, как вам бы хотелось, но очень хорошо суммирует всякие варианты ответов, предлагает ссылочки, дает всякие, вот видите, может ответить на состояние погоды, подкидывает какие-то виджеты, ну вообще прикольно. И можно генерить, ну когда вы знаете, что у вас вопрос-ответ короткий, вы можете генерить какие-то, например, себе маленькие кейсы или как-то вместо Stack Overflow пользоваться. Он достаточно быстро работает по сравнению с чатом GPT. Вот. Вы можете смотреть, для чего вам он нужен, для там, креативов, для расписания кода, или что-то вам надо переписать. Ну, короче, классная штука, если у вас нету доступа к чату, а вообще это круто использовать в комбо, потому что он хорошо работает с картинками. И вообще Bing начали выдергивать токен и дергать API-шку напрямую для того, чтобы делать свои бесплатные чаты, боты в Инстаграме, Телеграме с чатами. Так что вы можете тоже в этом поучаствовать и получить бесплатное конкурентное преимущество использовать Bing. Потому что Bing молодец, надо брать. И хотите тоже не отставать, посмотрите то, что называется промпты. Изучая промпты, вы можете просто понять, какие вопросы вы можете задавать, чтобы более круче получать ответы, потому что для работы с этими всеми инструментами вам нужно создавать для бота, назовем это, для чата или там для искусственного интеллекта контекст, в котором он работает, чтобы он понимал, что ты от него хочешь. По большому счету, вам надо подумать про ChatGPT вот как, и это вам очень сильно поможет. У вас впервые в истории человечества появился доступ к ресурсам всякого рода экспертам, не как Google, что вам надо быть действительно сведущим в том, что вы гуглите и ищете. То есть, чтобы мне написать запрос в Google, мне уже надо знать, что я хочу найти. Вот. С чатом GPT вы можете получить консультанта, который будет играть различные роли. Вы можете ему сказать: теперь ты играешь роль такого-то консультанта. Пожалуйста, веди себя так-то, а я-то вот такой-то. И строй со мной вот такенный диалог. То есть вы можете получать консультации от различного рода экспертов в лице одного единственного чата GPT, что вам дает, конечно, охренеть какое преимущество, потому что раньше вам за консультации у различных экспертов надо было платить деньги. Или вам надо было иметь достаточно компетентных коллег, которые смогли бы вас в этом вопросе проконсультировать. То есть достаточно опытных ребят, достаточно большое количество. Сейчас же вы один уже способны на очень много, если вы этим инструментом овладеете. И это важно. Во-вторых, вы, конечно, можете поднять меня на вилы и сказать: ну, камон, Егор, какой черт чат GPT, он никого не заменит, он вообще там плохо генерит и код, и... ну, само собой. Ему не хватает контекста, чтобы генерить, но это дело поправимое, я думаю, 2, 3, 5 лет, и мы уже получим что-то достаточно значительное. И как я говорил, нам потребуется либо владеть этим инструментом, овладеть и использовать его, либо мы начнем вываливаться с рынка так или иначе, потому что мы будем недостаточно конкурентоспособны. И у нас есть вот это вот сопротивление типичное, его можно описать вот в виде пирамиды Грэма. Вы можете прям оскорблять меня: Егор, ты дебил, это все не так.
переходить на личности, писать комментарии, какой я ужасный, вообще говорю не в тему. Потом говорит, что я очень эмоционально давлю на вас, что продавливаю, говорю, чат GPT надо брать, пацаны, надо брать, надо залетать. Вот. И так или иначе, куча сопротивлений. Мне самому кажется, что это все еще сыровато. Мне все еще не нравится, что это преподносится, что это охренеть. Вот, но оно очень медленно работает на самом деле. Но можно решить те вопросы, в которых вашей уже личной компетенции, ваших навыков недостаточно, или вы знаете, как так построить запрос, чтобы именно вашу задачу сегодняшнюю, с которой вы и так эксперт, вы можете ее решить более узко. Но я заметил, что люди просто не могут составить запрос. То есть экспертиза в составлении и знаниях, она все равно важна в первую очередь. То есть в любом случае нужно учиться. Вот. А не просто, что теперь любой дурак сможет там все что угодно. Нет, не сможет. Он просто не сможет выстроить полноценный диалог, вот, чтобы смочь. То есть ему не будет хватать кругозора, насмотренности, знаний, речи может не хватать. То есть, чтобы говорить даже с чатом, нужно уметь говорить. Вот такая штука. И, короче, вот эту пирамиду Грэма надо преодолеть, чтобы оказаться на вершине, где есть реальные факты, показывающие эффективность использования этого инструмента даже в текущем виде, несовершенном, но уже очень хорошем. Он действительно очень хорош, и в это можно превращать в религию. Это впервые, что хайп совпадает с реальностью, нам продают не полную фигню, вот, а уже в целом рабочий продукт, который можно адаптировать. И все пытаются. Вот. Тут, конечно, есть две стратегии. Быть на самой вершине и пытаться вместе со всеми, либо подождать и посмотреть, кто там победит, и присоединиться к победившим. Вариант за вами. Какую стратегию выбрать.